Всем привет, меня зовут Дарья, и вы на моем вязальном канале Свитербург. Это мое второе вязальное видео. Сразу хочу сказать огромное спасибо всем, кто смотрел первый ролик, всем, кто подписался и оставлял комментарии. Очень приятно, и теперь есть ощущение, что уже второй ролик выйдет не просто в пустоту, а уже для кого-то. Я вещаю все это. Этот ролик я бы хотела начать с масштабной такой покупки и очень приятный для меня. Это набор спиц Чагу Forte 2.0. Этот набор меня влюбил в себя просто с первого взгляда, как только я увидела на фотографиях в магазине его. Я покупала свой набор в магазине Ири-Или, заказывала с деком, и сразу хочу отметить, что магазин очень хорошо упаковал этот набор. Простите за тавтологию. Получила я его вчера, и уже в машине начала его там судорожно распаковывать, чтобы посмотреть, что внутри. Вот так выглядит чехол. Здесь у нас защитная упаковка. Чехол кожаный, максимально приятный. Я не вижу вообще ни единого косяка по строчкам, ни единой торчащей нитки. Конечно, еще бы за такую цену. Вот. Он даже пахнет приятно, по крайней мере для меня. Вот так выглядит набор. Здесь у нас пластиковая линеечка, рулеточка, металлическая коробочка с маркерами. Я просто уже смотрела обзоры, поэтому знаю, что там с коннекторами, со стоперами, ножнички, ручка без всяких логотипов, спицы и там чехольчик с лесками. И вот тут вот еще для проектов вставочка, карман. Я знаю, что первая версия этого набора была вся выполнена из черного африканского дерева. И, собственно, компания столкнулась с тем, что буквально в первые же дни малые размеры спиц начали ломаться. Поэтому второй набор они уже доработали и сделали маленькие размеры спиц от 2,75 до 5 карбоновыми, а выше уже из черного африканского дерева. Я хочу сказать то, что на ощупь они очень похожи. Да, дерево, конечно, даже более гладким ощущается, но тем не менее. Дальше, я думаю, продолжу свой рассказ непосредственно руками в кадре, чтобы вам все было лучше видно. Вот так вот выглядит чехол. Если посмотреть, то везде швы отлично выполнены. Здесь была защитная упаковка. Все прекрасно, все идеально. Вот так вот выглядит сам набор. Начнем, наверное, по порядку с этой стороны. Здесь у нас вот такая рулеточка. Собственно, ничего необычного. Сантиметры, инчи. Нажимается, и она убирается. Следующая это коробочка. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас булавочки, ключики, силиконовое сердечко для того, чтобы закручивать тросики. Также у нас здесь 2 иглы. Насчет игл покажу. Ну, они достаточно здоровенные. Было бы, конечно же, удобнее, если бы одна была поменьше, другая побольше. Я, например, привыкла свои изделия сшивать более тоненькими иголочками. Мне кажется, это удобнее было бы. Но очень мне нравится это оформление, что все в этой металлической баночке. В пакетике у нас лежат коннекторы побольше и поменьше, маркеры. Здорово, что они тоненькие и спокойных цветов, белые, черные. Коннекторы, переходнички. В общем, все самое необходимое, что может понадобиться.
Вот, конечно, все это выглядит очень эстетично, минималистично. Также у нас здесь кармашек есть, что-то положить супер маленькое и тоненькое. Есть еще пластиковая вот такая вот линейка. Ну, выглядит, конечно, приятно. Она светленькая, тактильно тоже приятная. Ножнички. В этом наборе кладут ручку, всяких логотипов без всего. Карабинчик можно. Вот, кстати, да, расположение карабина меня как-то немного смущает. Как-то не понимаю я. Лично мне он бы здесь не нужен был. Тут вот у нас есть потайной как бы карман, чтобы положить... Опа! Я не могу вытащить. Положить какой-нибудь проект или что-то такое, заметочки какие-то. С горем пополам я вытащила это. Ну, в общем, здесь чисто про набор сам. Далее переходим к самому интересному. Спицы. Спицы у нас вот на таком отдельном планшете, на магнитах. Здесь у нас карбоновые спицы меньших размеров. 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 и 5. И здесь у нас спицы из африканского дерева уже больших размеров 5,5, 6, 6,5, 8, 9 и 10. По поводу самих спиц, я уже осмотрела их там на брак и все такое, все было хорошо. Думаю, наверное, вам показывать на каком-нибудь среднем размере, например, 3,5. Вот так они выглядят. Очень они красиво так переливаются. У вас, ну, хотя чуть-чуть видно, но все равно не так, как вживую. Они прям с переливами такими, очень красивыми, благородными. Также у спицы вот на одном кончике написано, какая леска к ним подходит, вот к этим S, и на самом кончике размер спиц. Кто-то говорит, что им мешает такая надпись, но, если честно, я вот ее не вижу. То есть, если особо не вглядываться, то я бы ее и не заметила. Еще что я хотела сказать, то что вот эти вот стыки, они вообще, то есть ничего за них не цепляется, никаких нареканий нет. И так на всех спицах. Теперь перейдем к африканскому дереву. Здесь давайте тоже какой-нибудь средний размер выберем из этих всех. Здесь написано сразу вот здесь и размер лески, и размер спиц. Кончики тоже удобные, удлиненные. Здесь стыки никакие не цепляются. По поводу тактильных ощущений. Они очень так приятно ощущаются. Мне, если честно, вот дерево напоминает все равно Knit Pro Ginger. Но я думаю, мы их сравним еще. Но тактильно они очень приятные, такие гладенькие, но при этом не скользкие. Перейдем дальше по набору. Здесь у нас есть еще один кармашек. Здесь у нас уже лежат лески. Это у нас красные лески Red Lace. Они без поворотного стакана. Вот эти уже с поворотным стаканом. У всех длина в 3 вариантах. 35, 55 и 75. Давайте сразу их достанем. Я вот достала, и получается, что они вот прям вот сразу абсолютно идеально ровные, без эффекта памяти. Это размер L у нас. Откроем размер S. Также абсолютно идеально ровные, без эффекта памяти. И последние кабели это Red Lace. Также идеально ровные сразу из пакета. Ну, с этими кабелями, наверное, все знакомы. Давайте сразу его посмотрим. Стыки. Стыки идеальные. Чуть-чуть. Да, все-таки чуть-чуть вот тут вот цепляется, но я думаю, что нить не будет цепляться. И сравним их с неразборными Чауго. Ну, здесь, конечно, в новом наборе цепляются, в неразъемных вообще идеальный стык. По поводу кончиков. Как будто бы они почти идентичные. Единственное, что здесь кончик начинается позже, а здесь он более удлиненный. А так, я думаю, в работе разницы не будет заметно. Даже здесь как будто бы он поострее чуть-чуть. Но опять же незначительно. Ну, лески ожидаемо одинаковые. Также хочу сравнить вот с этим набором. Это Hi-Hi Steel.
Ну, здесь, конечно, леска, вот она. Ее только отпаривать. В дальнейшем, конечно, это в работе никак не мешает. По поводу этих кончиков. Вот у нас сверху хая-хая, посередине форте 2 и снизу обычные чалгу. И тут вы уже можете посмотреть, какие кончики. Для меня они все острые, ну, в меру острые. И у них удобный кончик в плане начала вот этого сужения. Просто здесь он как бы незаметный, а у форте прямо видно, где начинается сужение. По поводу стыков со стаканом здесь и здесь нормально. А вот леска, ну здесь вот за счет того, что у хая-хая он немного с таким каплевидным утолщением, ощущение есть, что как будто бы будет цепляться, но на самом деле мне в работе это никак не мешает. Вот здесь вот то же самое, тут как бы незаметный стык, здесь и подавно. Теперь сравним с другими лесками. Вот эти лески мне, конечно, больше всего понравились. Они супер мягкие, прям вот они. Для Magic Loop супер идеально. Единственное, что вот здесь прям ощутимый стык. И если вы вяжете очень плотно, то, возможно, вам это будет мешать в работе. Вот. Ну, с этой леской вообще нечего сравнивать. В общем, эта леска прям очень крутая. Она вращается, то есть тросик вращается внутри стакана, но тут, конечно, сильнее. То есть если вы вяжете, и там у вас как-то вот так вот загнулось и тянется полотно, и может петелька, конечно, зацепиться. Вот тут можно посмотреть, насколько пластична леска S и насколько леска M. То есть разница прям существенная. Деревянные спицы, я думаю, есть смысл сравнить с деревянными спицами от Knit Pro Ginger. Собственно, по кончикам разница очевидна. Здесь сужение начинается вот отсюда, а здесь уже вот отсюда. Стыки на чагу стык менее заметен. Со стаканом тоже менее заметен. Тут прям цепляется. Но я, если честно, не обращала внимания, мне это не мешало. Плюс еще большой размер спиц. И, в принципе, поскольку здесь заужение, оно легко нивелируется. Но здесь, мне кажется, одинаково. Но здесь, кстати, меньше. Вот леска со стаканом у Ginger лучше. Но опять же, это из-за поворотного тросика. Последний раз взглянем на тросики, на стыке самой лески со стаканом. Ну, видно, что вот здесь вот очень так чувствительно. Но учитывая, что это на больших размерах спиц, я говорю, что вряд ли это будет прям настолько критично. Надеюсь, мой мини-обзор с первым впечатлением на этот набор спиц вам чем-нибудь был полезен, и у вас сложилось свое какое-то мнение. Буду рада вас услышать в комментариях, так что приглашаю. Перейдем к следующей покупке. У меня была идея весеннего шарфа. Я его хотела сделать из какой-то легкой воздушной интересной фактуры, так скажем, пряжи. Я рассматривала артикулы Авио и Клауди. Я долго не могла определиться с цветом у этих артикулов, который бы точно мне подошел. И
внезапно на Озоне мне подкинулось предложение. Это была пряжа от Сиам, артикул Баяна. Ссылку на пряжу я оставлю в своем телеграм-канале. Оставлю QR-код, переходите по нему. Там я появляюсь чаще. Перейдем непосредственно к этой пряже. Пришла мне пряжа вот в такой упаковке. Здесь было 5 мотков, один я уже просто достала. Вот так у меня уже выглядит моточек, я его немножечко извязала. Это пряжа Сиам, как я и сказала, артикул Баяна. Состав 43% шерсть, 14% альпака. Простите, я называю альпака, иначе мне неудобно. 33% акрил, 10% полиамид. Вес 50 грамм, длина 90 метров. Ниточка очень приятная, мягенькая. Да, она, конечно, не прям как котенок. Вот, но тем не менее, она мягкая, пушистая. Нить на своем протяжении, где цвет белый, она чуть потоньше, где цвет черный, она с такими утолщениями. И, собственно, в полотне оно уже выкладывается вот таким вот образом. Вот так вот она выкладывается. Тут, конечно, показывать еще нечего, но это уже зачетки шарфа. Образец я не вязала, сразу говорю, но я вяжу на спицах номер 7. Рекомендованные спицы были номер 11, но, как по мне, это рыхловато. Кто-то вообще вяжет, я читала, на спицах номер 5. Мы шутили с подругой, что расцветка немного в стиле Круэллы. Вяжется шарф очень быстро, это буквально я посидела, может быть, в сумме полчасика, потому что я так, когда не особо до вязания, в режиме ожидания чего-нибудь, я, собственно, достаю этот шарф и начинаю его вязать. Хотелось бы его, конечно, побыстрее закончить, потому что у нас уже теплеет, и уже я ношу осеннюю куртку, и вот, собственно, этот шарф бы мне очень в тему был. Так что я буду с ним ускоряться. После того, как я заказала пряжу на шарф, я решила посмотреть, что еще интересного есть у этого продавца. И нашла вот такой вот моточек пряжи носочный. Это классическая четырехнитка. Состав здесь 75% шерсть, 25% полиамид. Она серого меланжевого такого оттенка, серо-бежевого даже, возможно. Написано, что производство Италия. Ниточка очень тоненькая, если честно. Меня это немного пугает. Посмотрим, как это будет в полотне. Планирую ее вот попробовать, потому что я раньше из такой не вязала и вообще ее нигде не видела. Возможно, кто-то вязал, подскажите, как вам. На ощупь она мягкая, но при этом такая достаточно шерстистая. Мне чем-то напоминает регию, если честно, по ощущениям. Но регия, конечно, потолще. Цена у этой пряжи очень бюджетная. Я прям-таки удивилась. Поэтому, если кто захочет, то ссылка будет в телеграм-канале. Я не знаю, можно ли мне уже добавлять ссылки под видео в описании. Мне кажется, еще нет. Так что, извините, только телеграм-канал. И, собственно, к основной моей работе на данный момент это блуза Бапю от Эгюнит. Она у меня немножечко продвинулась. Сейчас я вам покажу. Она у меня вот на таком этапе. Я уже вывязала обе полочки и заключила вязание в круг. Теперь я хочу перейти к обработке горловины и понять примерно, как это будет выглядеть. И потом уже тогда вязать длину. Там очень много вязать. Я немного, если честно, сомневаюсь за выбранный размер, потому что на фотографии Эгенит у нее спущенное плечо вот это вот доходит, ну, примерно до сюда. У меня же, во-первых, чуть выше, плюс еще по образцу у меня есть небольшая усадка, но при этом я знаю, что у людей, которые вязали из зефира, у них образец давал усадку, а в готовом изделии после стирки, наоборот, даже вытягивался или вообще ничего не менялось. Если вы вязали из зефира, я знаю, что такие есть, пожалуйста, напишите, как у вас изменилось полотно после стирки. Потому что я вот не знаю, продолжать ли мне или постирать, посмотреть, как это что изменится. Потому что есть вероятность, что я все-таки не угадала и нужно вязать на размер больше. Но при этом вроде как, когда я уже заключила все это вязание в круг, как будто бы оно даже широкое. Вот, поэтому я не знаю. Еще, вероятно, некоторые из вас, кто
смотрел предыдущий ролик и смотрит теперь второй, заметили некоторые изменения сзади меня. У меня появились прекраснейшие полочки. Эти полочки мне сделал мой муж. И теперь у меня все самое необходимое под рукой. До этого у меня выше кадра, который вы сейчас видите, висела более массивная полка, современная, так скажем. И на меня она как будто бы немножечко давила, потому что я и так сижу в этом своем углу, вдалеке от окна, и, ну, в общем, еще вот это вот нависающее нечто над головой создавало неприятное какое-то ощущение внутри меня. И вот я попросила своего мужа сделать мне вот эти вот полочки. Э, Пришлось, конечно, подождать, но оно определенно того стоило. Я очень рада и очень благодарна ему. Это прям лучший подарок мне на 8 марта. На этом я буду заканчивать свой ролик. Надеюсь, он вам был полезен. Оставляйте внизу комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на мой телеграм-канал. Буду очень рада вас там видеть. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.